Обзор ранних и раннесредних сортов. 2024 год, 4-я часть. Здравствуйте, уважаемые любители винограда. Сегодня покажем вам 4-ю часть, что созрело на начало сентября. Это будет завершающий ролик на этот год. Давайте смотреть. Приятного просмотра. Ну что, давайте начнем обзор. Перед вами первый сорт под названием Sweet Sapphire или Капли Луны, селекция США. Это кишмиш первого класса. Посмотрите, какие красивые длинные ягоды. Посмотрите, здесь больше 5 сантиметров ягода. И еще, он настолько хрустящий. Вот смотрите, я могу вот так вот взять его и переломать. Смотрите, он настолько плотный и хрустящий. На вкус. Хороший сахар и хороший хруст, аж хрустит. Очень хороший, шикарный сорт. Особенности сорта. Сорт сильно рослый, ему надо дать больше места. Если вы хотите, чтобы грозди были большие, нужно дать ему место. А в идеале, конечно, повесить его на беседку, на арку и дать место. И тогда шикарные, крупные будут грозди. А сейчас перед нами кишмиш Рататуй, селекция США, раннесреднего срока созревания. Вкус прекрасный, можно сказать, карамельный. Попробую сейчас. Хрустит. Хорошая карамель, хороший сахар. Класс бессемянности первый. Лоза, посмотрите, она уже вся темно-коричневая, прекрасно вызревает. И кустик молодой, 2 года ему, и мы тут оставили всего 4 гроздочки. Урожай уже созрел, один из прекрасных кишмишей. Особенность сорта, пока он малыш, сложно его раскачать в том плане, что и грозди будут маленькие, и кустик такой слабенький, хилый. С годами все выравнивается, то есть нужно немножко потерпеть. Нам очень нравится кишмиш Рататуй, будем выращивать. А теперь перед нами кишмиш Lamborghini, селекции США. Кишмиш первого класса. Очень красивый, нарядный, товарный. Однозначно это рыночный сорт. Перед нами 2-летний куст, молодой куст. И здесь мы оставили несколько гроздей. 1, 2, 3 гроздочки. А это пасынковый урожай. На пасынке ягоды гораздо крупнее, чем здесь. Один недостаток: при выращивании он сначала слабо стартует, но с годами все выравнивается. Лоза сначала тонкая, медленно растет, но когда нарастит старую древесину, и грозди будут гораздо крупнее, и ягоды будут гораздо крупнее. По вкусу хруст, хороший сахар, хрустит и приятный на вкус. Хорошая, приятная гармония. Однозначно будет расти на нашем винограднике. Кишмиш Золотце. Селекционная работа института имени Потапенко. Вкус здесь превосходный. Фруктовые тона с цитрусовыми нотками. Апельсин, мандарин, вот что-то мне вот такое напоминает. То есть первый класс, кстати, бессемянности. Лоза всегда прекрасно вызревает. В этом году грозди не нарядные, немножко растрепанные, опыление было плохое. Но в любом случае кишмиш Золотце, то есть гурманы, которым он очень нравится. Будем дальше наблюдать и выращивать. Следующая гибридная форма — это Эйфория. 2-летний куст, и мы оставили небольшие фрагменты на испытание. Автор селекции Калугин Виктор Михайлович. В родителях здесь кишмиш Юпитер, поэтому повышенная морозостойкость. Посмотрите, листик такой светлый, с опушкой. Лоза уже давно вызрела.
Хочу сказать, что по лозе вообще беспроблемный. По пасынкам везде удалял пасынки, здесь подхожу к нему, он лишние пасынки не выдает, поэтому вообще беспроблемный в уходе. Единственное, наблюдал, несколько ягодок были с трещинами, но я подозреваю, что вот куст у нас в конце участка, и здесь сухо, не хватало ему влаги, а потом резко пролили и треснули ягоды. Просьба к нашим зрителям, пожалуйста, у кого есть гибридная форма эйфория, и вы уже наблюдаете его год-два, напишите, есть ли у вас треск этой ягоды или нет. Мы тоже наблюдаем на нашем участке. Что по вкусу? Ягоды, ну вот на сегодняшний день, они пока вот такие, пока не крупные, но что есть, то есть. Вкусная ягода. Кому нравится Изабелла, но Изабелла здесь чуть-чуть ощущается. При полном вызревании слегка ощущается. То есть изабельно-фруктовые тона. Ягода очень сладкая, хрустящая, и сок достаточный. Но интересная, на мой взгляд, очень интересная. Если его возделывать не у крывной культуры, это вообще будет находка. А сейчас перед нами дамасская красавица. Автор селекции Калугин Виктор Михайлович. Это будет крупноплодник. Срок созревания здесь ранне-средний. В этом году удивительно, что даже ранне-средние сорта раньше созрели, чем обычно должны были зреть. Ягоды сейчас, небольшие, где-то может быть 12-15 грамм. Но на прививках ягоды были в 2 раза крупнее. То есть потенциал этой формы, я знаю, что он превосходный и будет крупная ягода, крупные будут грозди. На вкус. Хорошая гармония, мякоть мясистая. Хруст небольшой, больше мясистая ягода. Лоза всегда прекрасно вызревает. Не зря она названа дамасской красавицей, то есть соответствует своему названию. Будем выращивать. А сейчас перед нами ландыш. Автор селекции Загорулько Виталий Владимирович. У ландыша есть особенность. Когда ландыш цветет, он сбрасывает все лишнее. И затем все, что остается, он опыляется и завязывается прекрасно. Если бы он не сбрасывал бы лишние соцветия, то грозди были бы как кукурузные початки, и они бы трещали бы. Треска здесь абсолютно не наблюдается. Как видите, с той стороны вот черешки торчат, с той плоскости весь урожай уже срезан. С этой стороны тут уже мы начали урожай резать частично и немножко оставили для ролика, для того, чтобы вам показать. А что по вкусу? Вот сейчас ягодку сорву. Вкус весенние цветочки или цветы весенние и вкус акации. Приятный, ярко выраженный мускат. Вот гурманы, которые любят мускат, эта форма лично для вас. А сейчас перед нами гибридная форма Алвика Калугина Виктора Михайловича. В этом году куст сильно пострадал от весенних заморозков. И вот это не грозди, это не ягоды, это мелочь для этой гибридной формы. Вот в руках у меня пасынковый урожай, и здесь более крупные ягоды. Здесь примерно до 20 грамм, но это все равно мелочи для этой формы. Один из крупноплодников на нашем винограднике. По вкусу здесь легкий вкус чернослива. Да, есть легкий вкус чернослива, хороший сахар. И еще говорят, что у Алвики Алвика не транспортабельная. Вы знаете, это и так и есть на самом деле. Для рынка эта форма не подходит, но для дома прекрасная гибридная форма. Вот возьму за ягодку и начну дергать. Смотрите, вот я дергаю, пытаюсь оторвать. Вот еле оторвал. Еще ягодку вот начну отрывать. Видите? Говорят, что она осыпается. Нет, это не так. Когда вы отрезали гроздочку, положили в ящик,
а потом с ящика достаете, вот тогда осыпается. С куста она никогда не осыпается. То есть это единственный минус по этой гибридной форме. Сейчас покажем несколько гибридных форм, которые у нас на прививках. Прививка прошлогодняя, оставили небольшой фрагмент, чтобы испытать. Но по отзывам коллег говорят, что сорт или форма очень хорошая. Итак, озорник ранне-среднего срока созревания. Мягкая мякоть, сочная, просто гармония. То есть на испытание. Следующая гибридная форма Калугина Виктора Михайловича. Он на прививке на одном из рукавов. Адамово яблоко. На испытании у нас. Давно уже созрел, ягоды уже смягчаются. Попробую на вкус. Очень хороший сахар, очень сладкий. Прямо мясисто-сочная ягода. Посмотрим, какие будут в будущем грозди, какие будут ягоды. Но на вкус хорошая гармония. Косточка уже коричневая и прямо раскусывается. Лоза здесь тоже коричневая, уже вызрела. Лист чистый. Надо испытывать. Следующая гибридная форма под названием Анюта. Автор селекции Крайнов Виктор Николаевич. Хотя форма не новая, но очень нам нравится эта форма. Вопрос почему? На нашем винограднике много очень ранних и ранних сортов. Но когда весь урожай мы сняли, а хочется в конце еще, чтобы был виноград покушать, вот Анюта как раз набирает свои вкусовые качества, как раз созревает. Вот сейчас она начала окрашиваться. Знаете, какой вкус здесь? Сейчас. Вот мне нравятся классические мускаты. Вот, например, как Ливия. В Анюте тоже такой классический мускат или мускатный аромат. И посмотрите, вот здесь вот я держу гроздь, вот здесь 2 килограмма. В этом году она не в самых лучших своих кондициях. Она растет у забора, и когда были возвратные заморозки, мы разжигали здесь свечи садовые, и видно, здесь мало было свечей. И гроздей полноценных нет. Это в этом году. В прошлом году были вот такие крупные по 2 килограмма грозди. Следующая гибридная форма перед нами Василиса-2. Автор селекции Калугин Виктор Михайлович. Здесь мы оставили фрагмент грозди. Это крупноплодник, и уже в прошлом году даже мы посадили в корне в собственном варианте. Здесь должны быть крупные ягоды, крупные грозди, нарядные. И посмотрю на вкус. Хороший уже сахар. Мясистая, хруст небольшой, мясистая и просто гармония. Посмотрим, будем испытывать. Что могу сказать? Основная лоза, ну здесь вот он тоненький был побежек, он тоже начал вызревать. А вот тут лоза уже коричневая, видите? Будем наблюдать, будем испытывать. Следующая гибридная форма на испытании под названием «Памяти Бронислава». Автор селекции Калугин Виктор Михайлович. Давно созрел, ягоды уже мягкие-мягкие, уже сморщиваются. Цвет интересный, от красно-бордового до темного цвета. То есть переходит вот в такой цвет, когда уже заизюмиваются. На вкус? Вкус гармоничный. Просто виноградный вкус, гармоничный вкус. То есть баланс сахара и кислоты, хороший баланс. Обещает, что ягоды будут большие, грозди большие, поэтому будем испытывать. А сейчас перед нами еще один крупноплодник, это взлетная полоса.
не будем путать. Есть взлет, есть взлетная полоса. Чем отличаются? У гибридной формы взлет срок созревания ранний. У взлетной полосы, то есть данной формы, срок созревания ранне-средний. У этой формы лист резной, видите, вот он резной, а у взлета цельный, то есть нет вот такого вот резного листика. И еще у взлетной полосы вытянутые ягоды, как здесь видите, а у взлета более как бочка. Но у нас взлет тоже есть, молодой куст посажен. Надеемся, что в следующем году мы сможем показать урожай. Хорошо, что по этой форме? Как я уже сказал, срок созревания ранне-средний, он крупноплодник. По вкусу здесь легкий, ненавязчивый мускатный аромат. Да, хороший мускат, плотная мякоть, хороший сахар, хорошая гармония. По лозе прекрасно вызревает, она вся уже коричневая. Смотрите, вот урожайность высокая. И что еще хочу сказать, в отличие от взлета, здесь легкий мускат, а у взлета будет просто гармония. Очень нравится эта форма, будем дальше с ней работать. Ну и напоследок, вот такой красивый крупноплодник под названием Торнадо. Автор селекции Калугин Виктор Михайлович. Интересно, если спросить у автора, что сам он думает про эту гибридную форму? Я хочу сказать, что за 32 года, которыми вот я занимаюсь виноградом, 32 года в своей практике я такого еще не видел. Вы знаете, я с уверенностью могу сказать, что это тоже один из моих любимых сортов. По всем параметрам, по вкусовым качествам, по размеру, по цвету, по урожайности. Сейчас попробую. Кожица не ощущается. Легкий хруст, плотная мякоть, хорошая, сочная, очень вкусная. На мой вкус, очень вкусная ягода. Этот куст тоже немножко пострадал от морозов. Тут рядом школка, и мы немного расставляли пламя, то есть свечи, поэтому немножко пострадал. Всегда этот куст был с хорошим урожаем. Будем работать, будем наслаждаться этой ягодой. Ну что, давайте здесь остановимся. Год был сложным, но свои прелести тоже были. Несмотря на сложный год, несмотря на то, что мы могли совсем потерять весь урожай, но мы постарались, приложили усилия, от возвратных заморозков, от других катаклизм спасли наш виноградник. И как видите, виноград культура благодарная, щедро нас отблагодарил. Надеемся, что обзоры вам понравились. Понравилось? Ставьте палец вверх. Не подписаны? Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. И в конце, как всегда, хотим пожелать вам крепкого здоровья, вам и вашим близким. Успехов!